Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня уделим внимание 3 октября. Поговорим о том, что категорически нельзя сегодня делать по народным приметам. Проведем с вами практику с хозяином воды. Обязательно проведите ее сегодня, 3 октября. Также уделим внимание лунному календарю и поговорим, почему именно сегодня нужно помолиться за самых близких и родных людей. Обязательно досмотрите до конца это видео, и вы будете знать, как правильно провести 3 октября, воскресенье 2021 года. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, друзья, мы, как всегда, начинаем с вами с народного календаря на 3 октября. Итак, сегодня, 3 октября, день по народному календарю, день Астафия, Евстафьевы ветры, ветряк, Астафий мельник, Астафий, или еще по-другому этот день называется в народе Евстафий. А вот согласно церковному календарю, верующий в этот день вспоминает великомученика Евстафия Плакиду Римского. И в народе 3 октября, как мы уже сказали, отмечают ветряк, Евстафиевы ветры. И сегодня наши предки наблюдали за направлением ветра и по народным приметам предсказывали погоду, предстоящую зиму и даже будущий урожай. Поэтому, если дул северный ветер 3 октября, то все знали, что ожидается стужа. С юга дул ветер, теплая зима будет. С запада влажная, с востока солнечная и морозная. Наши предки 3 октября обязательно заговаривали ветер. Старшая в доме женщина кидала горящие угольки в печь и говорила такие слова: «Разгорайся к хлебу доброму». После этого она шла на крыльцо и втыкала в землю осиновую веточку. Затем обходила трижды вокруг избы по часовой стрелке, брала воткнутую веточку и хлестала ею по порогу, раскидывая зерна и говоря следующие слова: «К добрым соседям иди». Согласно народному поверью, на Астафия поутру может подняться ветер-листобой, который будет срывать листву с деревьев и красоту с женского лица. Поэтому, чтобы этого не произошло, девушки и женщины старались 3 октября без надобности не выходить до полудня на улицу. А вот если не было возможности отсидеться дома, тогда перед выходом говорили следующие слова ветру: «Ветер, улетай, листву с деревьев не срывай, да мою красоту не забирай». И трижды осеняли себя крестным знамением. Мужчины в день Астафия, пока женщины готовили в печи обед, убирали в коровнике навоз, чтобы удобрить им землю. Согласно народному поверью, тогда урожай будет хороший. 3 октября в народе считался и праздником мельников, который отмечали запуском ветряных мельниц. Виновникам торжества подносили различные дары, поскольку в народе считалось, что мельник связан с темными силами, а значит, ссориться с ним нельзя. Даже поговаривали в народе, что мельники приносят водяному человеческие жертвы, толкая зашедшего к нему под мельничное колесо. Да и вообще к мельницам простые люди относились со страхом, потому что, согласно народному поверью, под колесом можно увидеть русалку, которая моет в омуте волосы. Однако были среди крестьян и такие, которые, переборов свою боязнь, ходили 3 октября к водяным мельницам, чтобы провести там специальные обряды и ритуалы, а также прочитать определенные магические слова. Народные приметы предупреждают, что 3 октября, в день Астафия, нельзя дарить подарки, а также принимать что-то в дар. Иначе ухудшатся отношения между дарителем и тем,
кто получил такой подарок. Поэтому, даже идя на день рождения или другое торжественное событие 3 октября, лучше подарите денежную сумму вместо дорогостоящей вещички. Считается, что в таком случае никаких проблем не возникнет, и дурная примета просто не сработает. Однако это поверье не касается мельников, поскольку День Астафия в народе считается их праздником. Мельников, наоборот, 3 октября было принято чествовать и одаривать различными дарами. В день Астафия Мельника нельзя стряхивать мокрые руки. Их надо вытереть насухо полотенцем, так как упавшие капли способны наплодить нечисть. Полотенце после нужно повесить на улицу, подставив под поток ветра, лучи солнца или дать промерзнуть. Если же по незнанию или по оплошности все-таки упали капли на пол, нужно дом вечером окуривать зверобойно-можжевеловой смесью для того, чтобы очистить дом от негатива. Также 3 октября по народным приметам нельзя смотреть в зеркало, пока оно не будет вымыто святой водой. Иначе можно увидеть духов, живущих в зазеркалье, и навсегда от испуга окриветь. А вот незамужняя девушка в день Астафия, заглянувшая в неочищенное зеркало, может остаться на всю жизнь одинокой. Нельзя, чтобы 3 октября и за столом было 13 человек, так как считается, что среди них обязательно будет лжец или лицемер. Если же так получилось, что собралась чертова дюжина, обязательно нужно позвать еще одного гостя. Также в день Астафия не рекомендуется покупать новые вещи, так как они принесут сегодня неудачу. Согласно поверью, как только вы их наденете, сразу же случится какая-то беда или обман. Могут украсть деньги, втянуть в какую-то аферу или же вас даже подставить. Не стоит 3 октября и пересчитывать мелочь. Это верная примета к денежным проблемам и неприятностям с начальством. Также в день Астафия народные приметы не рекомендуют девушкам и женщинам выходить до полудня на улицу, поскольку может подняться ветер листобой, который срывает не только листья с деревьев, но и красоту с женского лица. И сегодня, 3 октября, вы можете обратиться к хозяину воды. Хозяин воды – это могущественный вселенский дух, это хранитель, который обитает не только в водоемах, но и везде, где есть хотя бы капелька водички. А поскольку мы с вами, люди, не можем жить без воды, и в теле человека ее много, то хозяин воды – это, по сути, хозяин жизни нашей. Поэтому очень важно жить с ним и в мире, и в добре. И тогда он помогать будет и защищать. Он даст вам силы и здоровье. Именно через воду они к нам и приходят. Поэтому сегодня, 3 октября, в любое время дня, налейте чистую водичку, желательно в широкую стеклянную посуду, и поставьте на солнышко, чтобы солнышко прямо в воду падало. И далее возьмите нашу чашу или стеклянную посуду с водой в руки и трижды скажите следующие слова. «Обращаюсь к тебе, великий, мудрый, могущественный дух, хозяин воды. Прошу, помоги, упаси от беды, дай мне силу, здоровье, молодость и красоту. Благослови, чтоб любим я был Богом и людьми. Аминь». После этого сделайте 7 глотков воды из чаши, или это будет чашка, стакан, посуда. После этого уже в вечернее время, когда будете купаться, оставшуюся воду вылейте себе на макушку. Вот такая, друзья, простой ритуал, который нужно обязательно провести с водой 3 октября. Ну а теперь, друзья, у нас с вами лунный календарь на 3 октября.
Обращаем внимание, что 3 октября у нас с вами 26-27 лунные сутки, убывающая луна в знаке зодиака Дева. По лунному календарю у многих людей будет наблюдаться нестабильность в настроении, поэтому сегодня старайтесь в этот день избегать конфликтов и ограничить свой круг общения. Сегодня прекрасный день для тихого романтического вечера. Браки сегодня заключать можно, но только если гостей на свадьбе будет мало, и весь праздник будет проходить в тихом, спокойном настроении. Что же касательно здоровья, то болезни, которые начались в этот лунный день, не опасны. Рекомендуется проводить время больше сегодня на природе. Сегодня лучше меньше пить, потому что сегодня в этот день вода задерживается в организме. Противопоказано алкоголь и курение. Физические нагрузки и занятия спортом сегодня крайне нежелательно. Купаться можно только в теплой воде, в ванной лучше вообще сегодня не плавать в открытых водоемах. Стрижки в этот лунный день вы можете делать, но, пожалуйста, учитывайте тот факт, что волосы быстро расти не будут. В этот лунный день вам, что же касательно снов, то человеку будут открываться через сон какая-то новая информация, или это будет информация, которая будет вам указывать на какую-то правду. Сегодня люди должны работать над собой, делать самоанализ, понимать, что в их жизни происходит, и получать обязательно новые знания. Также старайтесь сегодня, 3 октября, у нас убывающая луна, энергии достаточно мало, поэтому не растрачивайте энергию попусту и постарайтесь уделять внимание своей интуиции, и если это есть возможность, развивайте ее. Не впадайте в грусть и тоску, обязательно поддерживайте бодрость духа и хорошее настроение. Как мы уже сказали, убывающая луна в знаке зодиака Дева, а луна в Деве делает нас более приземленными. Это прекрасное время для упорядочения своей жизни. Поэтому обязательно сегодня постарайтесь навести порядок в своей жизни, позаботьтесь о здоровье, займитесь работой, подумайте, что у вас и как, что нужно вынести на первый план, и займитесь каким-то кропотливым трудом. В период, когда Луна в Деве, многим людям будет казаться, что сил и энергии не осталось, а дел очень много. Настроение, как правило, потому что все-таки Луна убывает, остались последние дни перед новолунием, поэтому энтузиазма нет, все как-то мрачно, серо. И вот эта вот рациональность, какая-то правильность, возможно, скрупулезность наводят на многих скуку и тоску. И кроме того, люди еще в этот период, еще особенно в знаке зодиака Дева, стремятся к порядку и к идеализму, и становится это весьма для многих фанатичным. Но, пожалуйста, не переживайте, энергетика Луна в Деве, можно ее вот направить на добрые, благие дела. Наводите порядки, работайте именно с мелкими деталями, играйте в интеллектуальные игры, занимайтесь теми делами, которые вот требуют логики, можете совершать даже какие-то бытовые покупки. И помните о том, что именно 3 октября, в этот лунный день, большую силу имеет слово и информация. Во время нахождения Луны в Деве люди достаточно сильно склонны к критике, к требовательности, к какому-то, вы знаете, занудству, осторожности. Поэтому вот Луна в Деве, займитесь тем, что требует точности и логики. И именно сегодня 3 октября, тот лунный день, когда вы можете молиться за других людей, получать сокровенные знания, старайтесь слушать какую-то духовную музыку, также постарайтесь слушать какую-то и умиротворяющую музыку, наполняйте пространство дома этой вот музыкой. Есть возможность, зажгите благовония, свечи, возьмите, возможно, у вас есть дома колокольчики, позвоните колокольчиками, и вот вибрации колокольчиков очистят пространство вашей комнаты, вашего дома. И сегодня вы можете
говорить любые, возможно, вы знаете мантры, возможно, вы знаете священные тексты. Кстати, вы можете сегодня хорошо послушать, включить на ютубе любые видео, связанные со звуком Ом. И обращаю ваше внимание, что важным моментом сегодняшнего дня является открытие информационного портала, который может принести вам именно откровение. И именно энергия этого дня может дать вам понимание в решении задач, которые поставлены перед вами. И вы даже сегодня, 3 октября, можете увидеть истинное лицо ситуаций и людей. Но, и как мы уже повторяемся, сегодня благоприятны молитвы за других. Обязательно помолитесь за себя, за свое здравие, а также за своих членов семьи, за тех людей, которых вы очень любите.